Я в аэропорту Хельсинки. Через полчаса у меня вылет на Гран-Канарии. И это лайв-блог о моем небольшом путешествии. 2 недели. Гран-Канария. 2 или 1 день. Тенерифе. 10 дней. И 2 дня в Барселоне. Для меня сейчас было на проверке в аэропорту новость о том, что емкости более 100 мл забирают, даже вне зависимости, если содержимое в них укладывается 100 мл. Поэтому, ребят, если вы хотите взять с собой шампунь, крема для загара, от загара, убедительно, что они находятся в емкостях до 100 мл. Потому что их заберут в аэропорту. Вот. Ну ладно, вида куплю там. Смотрите, расскажу. Я планирую передвигаться на арендованной машине по Гран-Канарии, по месту прибытия, на общественном транспорте. Расскажу, как на нем передвигаться. В бюджете я ограничен, поэтому максимально экономично буду стараться путешествовать, но при этом соблюдать какой-то комфорт. Хочу сказать, что веду полностью блог независимо, без подготовки, без сценария. Я не писал этот текст, поэтому будет очень странненько звучать, может быть, нелогично. Это мой первый опыт. Ребят, не судите строго и поддержите меня там лайком. Напоминаю, здесь 12 апреля 2025 года. В Хельсинки около нуля, лежит снег, самолет набирает высоту. А здесь мы уже приземляемся на Гран-Канарию. Температура за бортом 24-25 градусов, светит солнышко, вокруг океан. И я в самом счастливом настроении за последние полгода. Ну что, я прилетел, нормально прошел полет замечательно, супер, 6 часов в полете. Вот забрал машину, всего стоит она 26 евро. Быстро, зона высадки, небольшой аэропорт прошел. Подземный этаж, и здесь получается вот в тех вон там вот будочках машину. Выдача прошла быстро, где-то минут 15. Вот такой вот тигуанчик. Проверяю, что записываю видео, что на нем нету царапин или есть царапины. Все записываю сейчас, вот медленно прохожу, чтобы при возврате не было неожиданности, потому что я заплатил за него депозит 500 евро, который должен вернуться 2-3 дня, либо до 28 дней, самое дальнее. Есть все-таки скрач. Все. Вот здесь есть скрач. Ну что, сотрудник компании внес царапину неучтенную, и я поехал. Будьте внимательны с этим моментом, чтобы не было неожиданности при возврате автомобиля и чтобы вам возвращали депозит в полном объеме. Большинство компаний по аренде автомобилей работают с кредитными картами. Поэтому, если у вас нет, придется выбирать компанию, которая принимает и дебетовые карты. Кроме того, я советую брать вам дополнительно полную страховку. За это нужно будет доплатить 60-150 евро, но при этом вам не нужно будет ни о чем беспокоиться в пути эвакуации или скрытых поломках. В общем, еду по дороге на осмотр достопримечательности и смотрю, собор красивый. Подъезжаю, думаю, надо заехать по пути. Останавливаюсь. А это не собор, вот позади, да? Выглядит как собор. Отель 5 звезд. Рассказываю, я шел на осмотр маяка песчаная, а попал на площадку спортивных машин. Корвет.
Porsche Cayenne S. Porsche Cayenne. Еще Porsche просто, Porsche Cayenne. Что у нас тут? Тут у нас, скорее всего, с этой стороны Ferrari. Это я даже не знаю, что за марка. Здесь заряженная у нас переходит. Audi заряженные Audi. Здесь у нас посмотрим. Мерс конкретный. Porsche, Бэхи, Мерс. Я так понимаю, это все машинки на прокат можно взять. Тут у нас Skyline, GTR, Nissan. Lotus. Что это, Ferrari? Да, Ferrari. Никогда не видел Ferrari. Без понтов внутри. Ну что, я добрался до первого своего места осмотра. Местечко называется Мас-Паламас, маяк, вот перед вами. И буквально он в полчаса езды на автомобиле от аэропорта. И тут же находится от маяка песчаные дюны. Много информации в интернете можно почитать о них. Это входит в топ-10 мест для посещения на Гран-Канарии. Ну и справа от меня там можно посмотреть выставка спортивных машин на парковке отеля пятизвездочного. То есть вот так вот. Тут у нас местные кенты, аборигены. Что-то кричат, решают бандиты. Сейчас буду проходить, смотреть, где вход, можно ли подняться. Ну и первый мой выход к океану, Атлантика. Темно-голубая водичка, кайф. Вот у нас дюны там вдали. И такой променад, набережная, серферы, волны неплохие. Вообще говорят, это круглогодичное место для серфера. Я в прошлый раз был на Фонте-Авентуре. Это, говорят, самый лучший остров. Но волны там были действительно огромные. Сегодня в этот приезд я посмотрю Гран-Канарию и Тенериф. И скажу точно, где лучшие волны. Но это, я думаю, все зависит от сезона. И надо еще в этом разбираться. Там верхние, нижние волны. Когда, какое время. Тут еще хотел показать. Наши африканские товарищи продают шапочки, кепочки. Я думаю, их никто не трогает, делают бизнес ребята. Рядом с помойкой стоит братишка, и все нормально. Так что приеду сюда, буду вот так же открою поставлю пару африканцев. Все, торгую. Только всего. Там у нас самая высокая точка Гран-Канарии. Я хочу туда проехать на закат, ну, либо завтра в первой половине дня. Тут у нас большие мамоситосы с сиськами открытыми, походу, да, висят вниз сисясочки. Я буду ее показывать. Здесь пляж Мас-Паламас. 23-25 градусов. Температура воздуха. Сегодня у нас 12 апреля 2025 года. Дети, пацаны купаются. А народ кайфует. Малышки забирают. Сейчас пойдем знакомиться.
Продолжаю исследовать Палмас, дюны. Прошел один нудистский пляж, следующий за ним идет пляжи ЛГБТ сообщества, геи и лесбухи. Да, флаги висят, все понятно. В основном все поодиночке, но тут есть вот ребята. Со мной, кстати, летели сейчас в самолете из Финляндии два эстонца, следом сидели геи. Я сидел и думал, я, в общем, уже шел по пляжу, километра 2 уже прошел, не понимал там особо, в чем прикол, ну, песок. Но когда я отошел за пляжи ЛГБТ, еще метров 500, то здесь реально такая миниатюрная Сахара, по которой можно погулять. И она довольно доступна. В месте расположена в Палмас, там в Майках приходят туда автобусы. Либо на своем транспорте добраться, если вы здесь отдыхаетесь, и все. Вот в этих точках можно очень круто лечь, полежать. Я одну сейчас пару встретил. Никто тебя не видит в укромном месте, забираешь, кайфуешь. Вот. Я опасаюсь, смотрю, что здесь не только следы людей, но и животных. Чтобы никакая тут змея меня не укусила, никакой там скорпион. Но я думаю, здесь также ходили на лошадях или на этих верблюдах. Видел следы, вот, это чьи такие кругленькие следы. В конце променада всей этой пустыни вас ждет такая вот смотровая площадка, где открывается вид на всю эту небольшую Сахару. Местные говорят о том, что этот песок сюда принес ветер из Африки. Здесь 200 километров между дюнами от острова до континента. Но я думаю, это все выдумки для приезжих гостей. Потому что когда идешь там вдоль берега, там есть пятнами черный песок. Да и вообще 200 километров расстояния. И если бы этот был песок с Африки, он бы остался там в океане. И почему в начале у нас местами есть черный песок, который приходит прямо с моря сюда, а здесь дюны песка. Это дюны, которые сюда привезли при строительстве, скорее всего, всех этих апартаментов в 60-е, 80-е годы. И они пытаются здесь выращивать краснокнижные растения. И вот они в таких островках огорожены, чтобы люди не ходили, не вытаптывали, не вредили растениям. Так что так. Пунта-де-Палмас оказался крутым, дорогим курортом, 5-звездочные отели, крутые дорогие тачки, бутики. В общем, High Society of England отдыхает там. И я решил, что это не совсем мой уровень, и отправился дальше осматривать остров на юг, вокруг острова. Местные поселки, деревушки, холмы, каньоны. И об этом не пожалел. Буквально через 20-30 минут я добрался до удивительно красивого каньона, где познакомился с двумя местными пареньками. Мы встретили с ними здесь закат, поговорили о жизни. Они рассказали, что не так просто жить на острове. Один работал шефом, другой работал в темной сфере услуг. Они мне пожелали удачи, и я отправился дальше. Прямое включение с ночной жизни Лас-Палмаса. Суббота 13, суббота уже на 12 на 13 число.
Суббота, воскресенье, апрель месяц. Вот так вот время на часах. Где-то 12:30. Такие вот улички. Почитал в интернете быстренько комментарии. Пишут о том, что Лас-Пальмас и Гран-Канария это не город для того, чтобы тусоваться, не ночной город. Я пошел на бачату и только я зашел, 2-3 песни отыграли, играла сальса. Я даже не успел станцевать, приехала полиция, соседи пожаловались, мол, громко играет музыка, а пати проводилась на ресепшн отеля первого этажа. То есть отель в городе стоит, и рядом жилые дома, жильцы пожаловались. Такие дела. Так что я пошел искать компанию дальше в барах на Лас-Пальмасе. Не захотел ехать, мне посоветовали местные ребята куда-то в другое место, на Малмас, где туристов. Но я посмотрел, какие там туристы, 5 звезд, все такое круто, там такие бутики. Думаю, что я там не потяну. Блин, там вот такие балкончики, и играет латиноамериканская музыка. Классная. И люди просто кайфуют. Текон. Подошел к девчонкам, группа девчонок шел. Говорю, ребят, девчонки, куда пойти, в какой клуб? Они мне сказали, какой-то Бонита. До конца и направо делали мне GPS-карту, поставили, пишу, чтобы я не заблудился, и я пошел. В общем, пока из всех стран, что я был, Куба и здесь Лас-Пальмас, это самые добрые, открытые люди, что я встречал. Полицейские ходят. Полицеев вообще много. Там какой-то кипиш. Там какая-то движуха и все такое. Уже в шоке. Не знаю. В процентном соотношении мальчики-девочки, что-то девочки тут в большинстве. Кто-то там что-то говорил за испанских мужчин, но походу здесь девчат хватает. Сейчас будем проверять, насколько это так. По крайней мере, на бачате я поговорил с двумя испанками местными. Они были довольно приветливые и хотели со мной потанцевать. Я хотел с ними потанцевать, но полиция обрубила весь кайф. Так что так вот идем по улицам. Веду репортаж с местечка вблизи Лас-Пальмаса. Это главный город Гран-Канарии. Вот там у нас порт, основной порт, большой торговый порт. Корабли стоят на рейде, вот можно наблюдать. 1, 2, 3, 4, 5. 5 кораблей здесь, 6, 7. Я здесь ночевал на парковке. Тусовался вчера в городе. А сейчас приеду на самую высокую точку Гран-Канарии. А здесь вы видите скульптуру Тритона Эммануэля Гонсалеса, открытую в 2011 году. Тритон – это фигура из древнегреческой мифологии, бог моря, сын Посейдона и Амфитриты. Он управляет волнами и штормами и связывает город с морем. Тритон здесь изображен с раковиной, которую он использовал как музыкальный инструмент для управления волнами. Кроме того, Тритон часто изображается в виде полугуманоидного существа с верхней частью человека и нижней частью в форме рыбьего хвоста. Но здесь он выполнен как полная фигура человека. А здесь я любуюсь восходом солнца. Такие непередаваемые краски. Здесь солнце скрывается за облаками, и сердце замирает. А здесь я отправился уже на вершину горы Тейхде и делюсь с вами завораживающими видами по пути на вершину. Поднимаюсь на высоту 1850 метров.
Это только начало. Час по навигатору. Я думаю, чуть больше будет с учетом моей съемки. Неуверенной езды по серпантину. Это моя практически первый опыт. Уши постоянно закладывает. Дорога идет вверх-вниз. Пейзажи необыкновенные. Захватывают дух. Конечно, после нашей северной природы дыхание не перевести. С погодкой сегодня мне несказанно повезло. Дождик. Можно будет наблюдать, как облака ложатся на верхушки гор. А где океан? Океан вот там океан. Совет для вас: подниматься на вершину лучше в безоблачную погоду, чтобы насладиться всеми панорамами. Я приехал к жерлу настоящего вулкана. Сейчас пойдем смотреть. Но я уже выше уровня облаков и ничего не видно. Видимость 20 метров. К сожалению, сегодня облачная погода. В связи с этим нужно идти туда, спускаться самостоятельно, смотреть жерло вулкана. Есть две тропы. Одна идет к кратеру потухшему, вторая идет в поселке. Там тропы до 15-20 километров через поселки. И также тропы можно подниматься на саму вершину горы. Но поскольку я был ограничен во времени, я спустился только к кратеру. Это буквально 5 минут. И потом поднялся и поехал дальше на автомобиле. Я на горе Невис, самая высокая точка Гран-Канарии. Здесь божественные виды должны быть по фоткам. Но, блин, вот такая погода сегодня. Все в тумане, облаках, и видимость нулевая практически. 30-40 метров. И все. И дым. Пелена. Поэтому поеду я, наверное, сейчас в Лас-Пальмас осматривать крупнейший порт испанский. Один из крупнейших. Здесь я поднимаюсь по тропинке еще чуть-чуть выше. Вижу военный объект, телевышки, радиосвязь. Вообще эта вся территория, это национальный парк, довольно хорошо оборудованный, дорога хорошая, тропинки для походов. Тропинок около с десятки штук, и здесь можно провести не одни сутки, гуляя по этим тропам, с кемпингом, может быть, с какими-то палатками. Вот несколько в окрестности сел, то есть там можно переночевать. Но и хотелось бы сказать, что большой перепад температуры, если на море это плюс 20, то здесь это уже плюс 10 и довольно-таки ветрено, поэтому советую одеваться, взять курточки с собой и смотреть погоду непосредственно наверху, чтобы здесь не замерзнуть. Ребята из Англии, поприветствовал их. В общем-то, людей немного, но видов никаких. Поэтому я, поднявшись на самую высокую точку, вот это здесь, еду вниз в порт Лас-Пальмас. Потому что сегодня у меня паром на Тенериф. Сожалею, что, конечно, здесь такая пелена, молоко и ничего не видно. Спускаться я решил по западной дороге. Поднимался я с
с северо-востока, а спускаюсь по северо-западу через деревни Техеда, Бальеска, Террор и дальше в город Лас-Пальмас, в порт, и затем мне нужно будет сдавать автомобиль в аэропорту Гран-Канарии. Машин немного, еду, слушаю музыку, снимаю для вас контент и релаксирую. I need an intervention, divine intervention, you know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Обратите внимание, как низко облака. Буквально на 1500 метрах они ложатся на вершины холмов. То же самое происходит на острове Тенерифе. Поэтому, выбирая день для посещения возвышенностей на Канарских островах, предпочтительно выберите безоблачную погоду. Вот это реально канарская деревня, горная. Поют птицы, слышно петухов, корова мычит. Сейчас воскресенье, 14 апреля 2025 года. Градусов сейчас около 17 здесь. Облачность не дала мне возможность посмотреть вершину, но зато есть время на вот такие удивительные деревушки Гран-Канарии. Ехал с гор в Лас-Пальмас и случайно залетел в деревню на тусовочку воскресную. А тут у нас танцы, ёбаный свет. Посмотри, что они делают, понял? Пенсионеры наяривают. Вот так вот. И погнали. Тут всякая вещь. Вот так вот. Гран-Канария отдыхает. Си, сеньор, сеньор. Нам бы клубничку, овощи купить по-быстренькому. А то мы машину запарковали не по-китайски. Могут эвакуировать 5 минут. И все. Так вот. Вот он, овощной рынок, где все затариваются. Сейчас клубнички возьмем. Овощной рынок называется в поселке Вега де Сан-Матео Меркадо Агрикола у Артесеналде. В общем-то, клубничка мне здесь не особо понравилась, хоть я ее купил. Ценники Сыры, посмотри, какие домашние. Обычные, как сыры. в супермаркете у нас в Финляндии. Но здесь местные сыры можно приобрести. Я попробовал выпечку. Выпечка — это особая история на Гран-Канарии. И на Тенерифе то же самое. Я об этом сниму там еще больше видео. В общем, здесь можно видеть, как это все происходит. Я здесь один турист. Клубнику уже, походу, всю захапали.
Друзья, товарищи, мне выписали штраф 200 евро за парковку неправильную. Я буквально на 5 минут запарковался у рынка, хотел побежать купить клубнички свежей и домашнего сыру, местного сыру. Купил 200 евро. Если я плачу в течение 15 дней, будет 100 евро. В общем, вот паркуйтесь правильно на Гран-Канарии. И я думаю, по всей Испании это везде такие штрафы. С ума сойти. Что, дорогие друзья, я в порту Гран-Канарии. Здесь мы можем видеть военный корабль. Гран-Канария, порт Лас-Пальмас, один из крупнейших товарных узлов Европы. Контейнеры можно видеть здесь. А здесь круизные лайнеры стоят. Променад, отдыхающие. Здесь продаются экскурсии автобусные по городу. Сложно найти в центре парковку. Я за вот этой башней, там есть здание парковки, взял карточку. Не знаю, во сколько это мне обойдется. Посмотрим. Буквально у меня полчаса времени, мне надо ехать, возвращать на автомобиль. А здесь у нас рыболовные судна. Здесь в больших объемах ловят тунца. На рыбалку можно поехать. А здесь это и рыбзавод, я так понимаю. И практически с десяток шхун. Сдал в аэропорту автомобиль, заправил его полным бак, машину мыть не надо, все прошло буквально за 5 минут, и я возвращаюсь на автобусе общественного транспорта в Лас-Пальмас. Рассказываю, как добраться с Гран-Канарии на Тенериф. За 50 евро у меня стоил билет, 49,70, это самый дешевый билет. Есть по 80 в зависимости от времени выезда. А вот это авиаперевозчик Фред Олсен. Он уходит из Агаетты. Это где-то в полчаса езды от Лас-Пальмаса, с столицы Гран-Канария. Туда ходит бесплатный автобус, шаттл, который отправляется за этим зданием на площади Санта-Каталина. На Гран-Канарию в аэропорт я прилетел вчера, здесь провел день. И сюда до площади можно добраться с аэропорта на автобусе. Стоит 2,85 евро. 3 остановки, там экспресс практически за полчаса вы доберетесь сюда до самой площади. Здесь можно приобрести билет, можно приобрести онлайн. У меня не работала карта онлайн покупки, мне пришлось приходить сюда в офис бранч. И за час до отправления самого парома отсюда стартует автобус. Поэтому те, кто хочет разнообразить свой отпуск морской прогулкой и прилетает на Гран-Канарию, потому что вылеты бывают дешевле из Европы со скандинавской стороны на Гран-Канарию, нежели чем на Тенерифе. И поэтому можно воспользоваться таким моментом, прилететь сюда и отсюда стартануть уже на паромчике. Вот я показываю, вот там у нас, вот в этом месте, да, вот отсюда и отходят автобусы. В общем, я прибыл в Агадир, в порт, вот такой стилизованный автобусик бесплатный, да, ну, при покупке билетов уже включен в стоимость. И вот паром
который идет на Тенериф. Идет час 20. Одни испанцы в основном, ну вообще целый автобус испанцев, я один путешественник, а вот еще девушка с красным чемоданчиком. Так что это такая тема не туристическая. На самом деле местные грузятся на машинах. Так. Но с машиной там на 50 евро было дороже. Я подумал, что если так, можно дополнительно будет арендовать на Тенерифе. Но если кто-то не хочет два раза арендовать, можно и здесь взять и на нее, я думаю, перевести туда, потом вернуть, соответственно, тачку уже, если вылет опять из Гран-Канарии в Гран-Канарию. Как-то так. Сегодня что-то море качает. Посмотрим, как там будет в Атлантике штормить. Еще вот такой паромчик на борту. Это нос. Внизу стоят машины. Люди поднимаются с нижнего этажа. Здесь сиденье рассчитано на 1100 человек. 1100 человек. Места не подписаны. Я не знаю, тут по зонам, по-моему, кто рассаживает билеты по стоимости, смотря от какой зоны. Правда, я пока это не совсем понял, какая у меня зона. Сел просто на самое кайфовое место. Не знаю, выгонят меня, не выгонят. Дурачка, если что я не понимаю. Не знал, что такая тема. Вот. Ну, вроде нигде ничего не подписано. Все сидятся так, как есть. Вот. Здесь можно покушать, если что. Вот такая темка, очень круто. Здесь люди все кушают. Тут зона прохода какая-то повышенного комфорта и обычная. Тут что-то. По мне вроде то же самое. То же самое все. В итоге я спросил у экипажа, любое ли место можно занимать. Они сказали, да, любое свободное место. Билет не подразумевает какие-либо места. Здесь можно выйти даже посидеть, посмотреть, понаслаждаться. Зона для курения, я так понимаю. Что тут такое? Видимо, это пляж, порт Агаэте, подешевле, поэтому такое отправление. Кто-то он на каяке наяривает в океане. Ну, тут штиль, вот бухта такая похожая, конечно, там где волны и отлив-прилив, там может утянуть такую. А собачки, тут люди везут собачку, вот сидит. Ну, в общем, такие вот дела. Час 20 переезд идет. Сейчас с кем-то за эти час 20 надо пообщаться. Может, найду, у кого можно переночевать, остаться. Водички. А что нам терять? Да? Терять нечего. Вот
такой делаем рекламу. Тенерифе. Это что тут за бандюганы? Что такие типы сидят? Ола, ола. Вот, я себе нашел, с кем я сейчас пообщаюсь. Алло. Правильно? Ну, относительно море спокойное, но порой качает. Все равно вот сейчас видно, что его вот так клонит. Поворачивали его вот так. Вот так захватывает, адреналинчик присутствует. В общем, пообщался с девушкой, одна, которая говорила на английском. Она была медсестрой из континентальной Испании, уже около 6 месяцев на Тенерифе. По контракту медсестрой работает в начале своей карьеры. Но возвращаться она будет обратно на континент. Она не хочет здесь оставаться. Собственно, острова маленькие и довольно скучно становится жить в скором времени. Но это мы уже причаливаем к Тенерифу. Совсем скоро будем выходить в столице Санта-Крус де Тенериф. Тенериф. Вчера переночевал ночь на Адехе, Коста Адея. Прибыл в лагерь серферов или серф-центр Blackstone. Или немножко рекламы, но как бы ничего не такого. У меня забронирован здесь лагерь серферов на 7 дней с проживанием в горах. Сейчас мы поедем в дом серферов. Это небольшая вилла с небольшим бассейном, зона барбекю. Я тоже ее отсниму. И что у меня включает серф-лагерь? 1 урок в день, 5 уроков за 7 дней пребывания. Я откатался 1 урок. Завтра я отсниму место место, где серфят. Вот. Стоит это все 70 евро в сутки с уроком, размещением, завтраком и трансфером. И 7 дней получается 490 евро. Вот. Сейчас я покажу немножко сам серф-хаус. Серф-центр. Серф-центр Blackstone. Because like in front of the beach there is a black rock. Volcano ground. Бля, я на английском говорю. Да, в переводе с английского черный камень, серф-центр называется, потому что вот здесь риф из черного камня, вулканического происхождения, магма застывшая, ну и, собственно, так и назвали этот серф-центр и серф-лагерь «Черный камень». Так, заходим в серф-центр Blackstone. Здесь у них ресепшн, здесь я регистрировался. В общем-то, типичный серф-центр, но у них здесь на испанском, английском инструктора. Он один сидит. Hello, amigo. Только он принял душ. Сейчас мы поедем в серф-центр. Вот, на 2-м этаже у них зона для чила. Здесь костюмы висят. Ну, здесь для новичков все эти доски. Здесь для интермедиат и адвансов. Вот такая тема. Ну, а это наш дом серферов. Открывается панорамный вид на океан. Немного мы находимся на возвышенности от моря, где-то в 800 метрах. Здесь бассейн, зона чила, лежаки, качели. С левой стороны для девочек, с правой стороны для мальчиков. Наше барбекю. В первый день приезда делали мясо и посиделки устраивали. Серферы позвали свои знакомые. Ну, неплохо посидели.
Тут местный пес. И в каждом отделении общая кухня, общий туалет, ванна. Помимо комнат на 4 есть комнаты для 2. А это от серф-хауса ближайшее место для купания, спот. Если вниз спуститься, то будет вот такое место, где можно. А это я кайфую на пляже. Здесь вы можете видеть пляж, если пойти в сторону Лос-Кристианос, из Лос-Америкас на север. Там 3-4 пляжа песчаных для семейного детского отдыха. Хороший заход, спокойное море. Так живут на Тенерифе большое количество людей. Множество парковок в Лос-Америкас заняты кемперами, которые здесь на длительной парковке. И люди живут в них, работают, приходят ночевать и спать в этих кемперах. Работают в сфере туризма. Основной вид деятельности — это рестораны, кафе, отели и все, что с этим связано. Сервис услуг, массаж, развлечения, катание на водных видах транспорта. Это самый бюджетный вариант размещения. А это я попал на забастовку местных жителей, работников сферы туризма. Зарплата у них около порядка 1500 евро. Цены из-за того, что приезжает много гостей, 26 миллионов в год, взвинченные, им не хватает на жизнь, они бастуют. А это мы едем с серф-хауса на спот по утрам, ежедневный общегрупповой транспорт, и потом либо в обед, либо вечером обратно отводится группа на серф-хаус. Это основное место катания всех серф-школ на Лос-Америкас. Здесь учатся все начинающие, сидит фотограф, один сайт для всех серф-школ выкладывают, и можно найти, приобрести свою фотку. Я ожидал, конечно, что нас будут возить, но все наши тренировки проходили здесь. В принципе, из 7 дней хорошие волны были 3 дня, 4, а остальные были такие слабенькие, и за час катания где-то 2-3-4 волны было, поэтому хорошо, но не идеально. Большой сезон серфинга в Лас-Америкас на юге Тенерифе идет с октября по март. Но тем не менее я застал волны и научился азам серфингу, чему очень рад. Если приехать вне сезон, можно поехать на север острова, вы тоже найдете там волны. Это раста-собачка местных серферов, местная достопримечательность. Я приехал в аэропорт, южный аэропорт Тенерифе, забрать машину на прокат. У меня вышло, получается, четверг-пятница, пятница-суббота, суббота-воскресенье, и воскресенье-понедельник, 4 ночи, 4 суток, 150 евро. Но это с учетом того, что у меня 100% покрытие страховки, поэтому это получается около 40 евро в сутки машинка стоит. Вот, чтобы найти машинку еще дешевле, но это надо поискать, постараться. Вот. Доехал я на автобусе за 3,70 от Лас-Америкас сюда, на автобус номер 40, аэропорт Южный, где-то около полчаса езды до него. Автобус номер 40. Немного он задержался, и в автобусе можно оплатить картой любого европейского банка при входе. Вот такой вот аэропорт. Ежегодно Тенериф посещает около 26 миллионов людей. Это довольно-таки много, я считаю. Но буду вести дальше свой блог.
Так, я подхожу к месту, где арендуют машины. Стойки. Находится он в самом конце аэропорта, с левой стороны. Если, входите в него и идете налево до конца, найдете стойки. А дальше я вам покажу. Сегодня я поеду изучать южную часть острова с Колей, с чуваком, который здесь живет на острове, вырос на острове. Будем здесь. Забрал тачку, немного нагрелся на страховке, от букинга она не прикатила, кредитной карты у меня не было, депозит не было откуда списать, поэтому пришлось отказаться от страховки с букинга, которая была дешевая, и взять дорогую от компании, которая арендует тачки. Экскурсия там еще в школе давно по таким. Это огромные лабиринты, вот такие желтые штуки, поэтому там все прятать вообще непросто. Не трудно, точнее. Я словился с Николаем. Николай. Здорово. Ждем у Николая к нам в Хельсинки и в Петрозаводске. Кстати, я хотел поехать в Финляндию. Вот. Мне рекомендовали неоднократно в Финляндию, поэтому дождетесь. Сегодня он мне показывает окрестности юга Тенерифа. Первое место, мы куда приехали. Кокаиновые плантации. Кокаиновые плантации. Внизу какие-то деревья. Да? Это банановые пальмы. Банановые пальмы. И там ныкают кокс. Вот. Ну и захватывающий вид на каньон вокруг. Кайф. Такое углубление, где вода стекает просто с гор. Барранка Дель Инферно. Делла Френо. Инферно типа ада. Барранка Это место езды где-то минут 20 от Лас-Америкас наверх. Местечко называется Обама. Барак Обама на Тенерифе. Смотровая площадка, прекрасный вид, захватывающий дух, захватывающий открывается. Напротив меня видно остров Ла-Пальма. В 2007 году там была извержение последний раз вулкана. И Сан-Хуан, тот город, да? Сан-Хуан, вот у нас находится с правой стороны. Там я что-то не пойму, это тоже скала выступает? Нет, или? Огромная длинная штука. Да, или это пароход. Это Пристань. А это банановые плантации или какие-то фрукты, овощи, мушкиви. Нет, это все бананы, Короче, вот пляж. Пляж Обама оказался местечком злачным. В основном все местные купаются, либо испанцы. А немцев и Великобританию уже здесь не встретишь. Здесь я залажусь тоже. Решаю попрыгать. Оп, нырнули. Водичка прекрасная. Колян говорит, прохладно. Местным прохладно, нам кайф. Видишь маяк? Слева. Видишь? Нет. Тена. Это Тена. Я, кстати, не знаю, открыт ли к нему проезд. Вот. Это без ограждений, без освещения, нахуй. По одной полосе. Ну, нормально. Это печально, нахуй. Я вот нахожусь в этом серфхаузе, но мне не хватает теории серфинга. То есть они ничего особо не рассказывают. Знаешь, там про приливы, отливы, как... Это мы уже гуляем по побережью городка Лос-Гигантос. Лос-Гигантос городок называется по окрестностям. За городком начинаются холмы, ущелья.
Здесь же у нас ущелье Маска и вот эти холмы, скалы Лос-Гигантос. Там также много пешеходных троп для походов, но я все проехал на Не автомобиле. торопись, это только начало. А это мы уже направляемся на вулкан Тейде. Тут все застывшая магма, черная. Свеженькая магма. Ты знаешь, когда здесь последний раз извержение? How long can you hold on to your breath for? It's been too long now. I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe within our Перед вами Тайда, Италия, вершина Тайда. within our company. Давай. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. В общем, отвез Николая в город, поискал по чату, ничего не нашел. Хочу поблагодарить Колю за проведенный вместе день, за все, что он мне показал, рассказал. Было очень приятно и жду его в Хельсинки. Ну а это мы уже на следующий день с группой серферов отправились на 3 машинах на север. Места Мирадор, очень много панорамных точек на каньон, холмы, ущелья. Несказаемая красота. Здесь мы провели целый день, уехали с обеда после серф-сессии и приехали только уже в темноту. Было значительно холоднее, нежели на юго-острове. Если на юге и острове у нас было плюс 24-25, то здесь на вершинах холмов на севере было очень ветрено, около 14 градусов. Мы все замерзли. Я ходил в полотенце, у меня было, к счастью, полотенце, чтобы не замерзнуть.
собака. Марокко. How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. So come a little closer. Короче, весь маршрут я просто рулил за нашим кортеджем. Девочки прокладывали маршрут. И поэтому название этих мест я даже не знаю. Но это потрясающая панорамная площадка. Многие пришли сюда фотографироваться, встречать закат в вечерних платьях. Ну и, собственно, мы тоже здесь встречали закат, а потом отправились в ресторан праздновать наш отпуск. И наели там на 250 евро. Но у нас было много, поэтому... Всем салют, алоха, аррива. Сегодня воскресенье, 6-й или 7-й день. Я с понедельника на Тенерифе. Чуть-чуть я сделаю фокусировку на небо, потому что слишком светло. Завтра я выезжаю из дома серферов. Что я открыл для себя, это то, что на Тенериф можно приехать и, в принципе, жить без официального оформления испанского. То есть работу можно найти без неофициально, прийти там в кафе в каком-нибудь, возьмите меня, еще кто-то, у кого есть постоянные какие-то работы. Можно их выполнять и получать кэшем бабки. Но вообще после месяца нахождения здесь ты должен регистрироваться в ментовке, получать социальный номер, налоговую карту оформлять, собственно говоря. Вот. Но это только для тех, у кого есть паспорт европейский, могут. А у кого есть виды на жительство, тут уже такая тема не прокатит. Нужен будет контракт, нужна будет аренда жилья, нужно будет минимальный прожиточный минимум, если контракта нет, банковским на счету. То есть вот такая бюрократия есть тут. Расскажу еще впечатления о
лагере серфинга Blackstone, проходит он в Лас-Америкас. Все инструктора испанцы с континента, работают 5-6 лет. Домик Surfhouse расположен где-то в 15 минутах езды на автомобиле, что не очень камильфо, но место довольно-таки симпатичное, там вид на океан, большой бассейн, чисто, не было много людей, в принципе, проживанием я доволен. Только лишь, что он удаленно находится. Если бы он был поближе, это было бы намного кайфовее. По волнам и кондициям катания на океане, серфу. Но я скажу, я приехал, значит, сюда с 14 апреля по 21 апреля. 1-2 дня были волны, которые как бы мне понравились. Я не продвинутый серфингист, это мой второй опыт катания на серфере, но я был с детства сумасшедший о волнах, я постоянно проводил все время, когда были на море, с волнами, катался с телом на бодисерф, так называемый, либо на надувном матрасе серфер. И вот это была моя мечта, учиться серфингу, и она сбылась. Поэтому мне нужны волны хотя бы там 2-2,5 метра, чтобы я мог сказать, что окей, это для серфинга. Да, для тех, кто никогда не сталкивался с волнами, мало ездил отдыхать на моря, океаны, в принципе, и небольшие волны будут достаточно. Но для тех людей, которые уже выросли с волнами, это как бы не камильфо. Вот, мы ездили вчера на север, там значительно ветренее, волны значительно больше, поэтому ехать надо для людей, которые более любят больше инстрима, дайва, скорости, посильнее волны на север в апреле месяце. Но там прохладно довольно-таки, многие люди с ветровочкой ходят, потому что там градусов 17 было и ветрено, вот, поэтому зябко. То есть, если я здесь хожу в футболочке, в шортах, то там бы я себе этого позволить не мог. Нужно было бы одевать какую-то курточку, либо какую-то свитерок, штанишки. Вот. Ну и в воду мы не пробовали, не заходили. Еще небольшого инсайда о опыте серфинга. Нужно готовиться к лагерю серфинга, делать гимнастику, растяжку, пластику, повышать свою, чтобы стойку вставать на мгновение за секунду. Это самое сложное момент в серфинге. Вот. Я был совсем не подготовлен. Ну ничего, за недельку раскачался. Вот. И у меня изначально были планы кататься целый день, серфить, то есть утреннюю сессию, и потом самостоятельно брать снаряжение и кататься. Но это настолько физически затратное дело, что в принципе полутора часа в воде тебя выматывает, и надо выходить делать брейк. Вот, если ты, конечно, соревнующийся спортсмен и у тебя отличная физическая форма, да, ты в принципе сможешь выдержишь 2 сессии, там, ну, часа 4 тебя хватит, я думаю 6 на целый день, ну, вот, но это не для всех, и то это с учетом перерыва, то есть ты поплавал, сделал обед и второй раз поплавал. По-другому это, насилие. Так что не думайте, что если вы поедете и вам нужно
будет серфить целый день. Нет, так не получится. Это будет не в кайф. Оптимально 2 сессии по 2 часа, там утром, вечером, либо утром перерывчик еще раз и на обед. Моя подруга из Бразилии. Мы только познакомились. Короче, надеюсь, меня не убьет моя подруга Ванесса в Финляндии за эти кадры с Синтией. Синтия приехала из Сан-Паулу. Я к ней подошел на пляже. Говорю, привет, как дела? У тебя шикарные кучерявые волосы. Откуда ты? Она говорит, а я не говорю на английском, только на португальском. Я из Бразилии. Я говорю, Бразилия? Блин, так это моя любимая страна. Говорю, погнали на Лос-Гигантос. Она говорит, погнали. Я говорю, ну, у меня машина чуть подальше, поехали. Ну и все, мы погнали и отлично провели время вдвоем. Синтия оказалась девчонкой не промах. Бампера и спереди, и сзади уже на высшем уровне. Любит экстрим, драйв, походы, активный образ жизни, прыгает с парашютом и открывает для себя Европу. Ну, пока ездила в Испанию, но я ее пригласил в Хельсинки. Поэтому до новых встреч, Синтия. Это то самое ущелье Маска. Оно входит в топ-10 самых посещаемых мест Тенерифа. А здесь мы добрались до пляжа, самого южного пляжа острова. Волны около 2 метров. Потрясающий вид. И мы кайфуем здесь. Очень мне нравятся кучерявые дамы с солнечных берегов Бразилии. Особенно их волнистые фигуры, характер жизнерадостный. Да и, собственно, на отдыхе кто не улыбается, только дурак. А это мы в местной деревушке. Знакомлю я Синтию с русской поп-музыкой. Кстати, вот здесь живут только местные, совсем не туристический город. И цены в 2 раза, 3 раза отличаются от цен на... Вот, хочет туалет. Туалет, no. Только поцелуй. В общем, с Синтией мы попрощались вечером. А и на следующий день я решил отправиться на последние 3 дня на острове в столицу Санта-Крус-де-Тенериф. И, собственно, кадры уже с Санта-Круза-де-Тенерифа по пути в мое место размещения. Столица абсолютно не туристическая. Здесь живут и работятся все, кто так или иначе связан с жизнедеятельностью острова. Здесь находятся основные торговые центры, клиники, центры промышленности, порт. Это Санта-Крус. Также можно встретить моряков. Ну и эти драконовые деревья растут не только лишь в парке, но и в самом городе. Соборы католические, рынки, все это можно будет увидеть на следующих кадрах. Первые этажи заняты кафешками, барами, их очень много здесь. Цветочный магазин. Маленькая собачка верещит на большую. Санта-Крус-де-Тенериф, церковь Франчеза Азиза, святого Франчеза Азиза,
1680 год постройки, католическая церковь, вторая по значимости церковь на Санта-Крузе, была изначально монастырем. Напротив церкви находится вот такое здание с огромным куполом. Симпатичные балкончики. Одна из основных улиц, или, наверное, основная улица вот Санта-Крус де Тенерифе. Здесь проводят экскурсию. Фонтанчик. Там у нас порт находится. Женщина ходит в таких сапожках симпатичных. Такая нетипичная архитектура Санта-Круза. Тут, я понимаю, здание администрация, какое-либо государственное учреждение. Висят знаки Евросоюза, Испании, Гран-Канарии, Канарских островов. Вот этот бело-синий желтый флаг. Вот он. Бело-синий желтый флаг. Вот этот. Вот такие трамвайчики ходят на Тенерифе от центрального автовокзала Интеркамбарадидор, что-то типа того, по городу. Вся одна остановка до центра от автовокзала. От порта, куда приходит паром из Гран-Канарии, до автовокзала 15 минут пешком, либо пару остановок на автобусе, либо трамвае. Трамвае билет купить нельзя по карте, нужно прикладывать 10-кратную. Я зайцем проехал. Кондукторов в них нет. Я уверен, что иногда могут оштрафовать. Судя по штрафам по парковке, 200 евро. Штраф может быть значительным тоже за безбилетный проезд. Так понимаю, это театр. Дом культуры какой-то, да, драма изображена. Вот маска канарская. А я иду на следующую остановку трамвая, чтобы прокатиться вглубь в жилые районы и кварталы Санта-Круза. Потому что центр все-таки занят большинство туристами, гостями города и бомжами, которые копейку ходят, собирают. Я проехал одну остановку в трамвае. Местные смотрели на меня с презрением, что я не прикладываю никакой карточки, за проезд не оплачиваю. Ну, такова жизнь. Увидел парк и решил сделать остановку. Смотрите на эту удивительную растительность. Какие стволы деревьев, корневая система
абсолютно не схожая с нашими идеями. А вот так сложно происходит демонтаж старых зданий на Санта-Крус де Тенерифе. Здания стоят друг к другу вплотную, и практически ювелирная работа, чтобы разобрать старое здание, не повредив при этом соседние здания. Стоит там эскаватор, можно видеть. Сзади стоит кран, башенный кран. И здесь опоры стоят для фасада, чтобы фасад не обрушился без несущих стен. Архитектура, конечно, меня здесь вдохновляет, заряжает энергию. Здание 18-17 века. Вот такие вот кондуктора ездят. Вот это недорогой супермаркет Хипердино на Санта-Крус де Тенерифе. Я думаю, что это сеть по всей Испании. Вот я добрался до спального района, и перед вами Канарская школа, либо дом секции, так сказать, дом творчества. Внизу идет урок по танцу. Учитель, конечно, там толстенький такой, перекушал, вот такой стоит. И много-много девочек там. Крутят. А это фавелы Санта-Крус, спальные районы. Не нужно ехать в Колумбию, в Бразилию, они намного ближе. Гран-Канария, та же картинка. Тенериф. А вот это идет дорога, серпантин на вершину. Еще немножко стройки испанской. Дома собирают из вот монолит, я так вижу, а здесь блоки, что-то типа нашего пеноблока. Современное строительство на Тенерифе, Санта-Крус де Тенерифе. Капает дождик, наверное, бежать в этот трамвай. Я подошел к рынку, от центра он как бы. Здесь главный вход Ла Рикова, Тенерифе, Маркадо, Вестра, Сенмора де Африка. Ну, собственно говоря, испанский у меня совсем не очень. Ну, как-то так сейчас покажу вам, что это такое. На момент, сегодня у нас какое число? Цветочки, как и у нас герберы, розы. Не знаю, не помню, как это называется. Такие у них очень много кафетерий.
выпечки. Они любят. Я смотрю, что они многие завтракали этой темой. Либо это туристическая. Местные сыры, на которые я разделился на 100 евро. Мог целую штуку купить. А эти деньги за полники. Вот, здесь можно подбухнуть. Попробовать и подбухнуть. Канарское вино. Ну, собственно, канарское вино можно купить и в магазине супермаркета. Только там никто не даст тебе его попробовать. Собственно, и все. В этом вся разница. Продолжаю изучать. Лавки, салаты. В общем, с фруктами на Тенерифе все очень печально. Несмотря на то, что они являются вторым по импорту бананов в мире, бананы эти зеленые, типичная Испания, то есть. А вот тут что-то замутили нормальную тему. Смуфи, а? Да, в общем, здесь на Тенерифе фрукты ни о чем, качество как у Лидли, а то и хуже, цена выше, либо такая же. Местные тут берут зеленку, помидоры, огурцы. В общем-то и все. Хорошие фрукты я ел на Таиланде. Отличные. Манго там были, папайя, маракуйя. В Латинской Америке, на Кубе. Это да. Напишите в комментариях, если кто-то понимает разговор на испанском, что, о чем они говорят, как общаются. Мне стало интересно. Я не знаю испанскую, но здесь произошло, так сказать, своячество. Этот мужичок, походу, ей изъяснился, что он из Колумбии приехал на Канаре. А она говорит, и я тоже колумбийка, вот здесь работаю, продаю овощи. В общем, он купил немного овощей, а смуфи из папайи они дали ему в подарок, типа как колумбийцу. Ну а с меня они взяли 6 евро за 0,2 стаканчика смуфи из папайи. Такой смуфи мне здесь на рынке приготовили, 5,50 из папайи. Цены здесь для туристов. Это чисто туристическая хуета. Ничего особенного. Местные здесь навряд ли затариваются. Хотя нет, затариваются, но им как-то более божеские цены делают. На испанском кафешка сладостей, пастелерия, кофейня. Либо кафе сладости, то есть всякие пирожные, выпечка, кексики, печеньки, вафельки. Их здесь очень много. То, что любят испанцы, потом ходят с приплющенным. Заметил, все местные здесь небольшого роста. Потому что это все приезжие туристы. А это опера, аналог оперы в Сиднее, Австралия. А это кадры из ботанического парка, ботанического сада Санта-Круза. Находится он вблизи от оперы, буквально в 10-15 минут. На обратном пути мы нашли на дорогу, карнавальную дорогу. Здесь такие на асфальте сделаны отметки о напоминании о параде, который проходит ежегодно в феврале месяце. Я познакомился перед этим с Ириной, с Донецка, девушка, которая живет
Германии. И мы отправились сначала в ботанический сад вместе, а потом в Пуэрто де ла Круза, одно из туристических мест, ближайшее от Санта-Круза. Здесь были черные пески, играла музыка на улице на скрипке. Вот эти кадры отсюда. И здесь мне показалось намного более цивильнее, нежели Лас-Америкас, Пуэрто де ла Круз. Пуэрто де ла Круза. По пути на смотровую площадку. Ну и вот такой вот панорамный вид. Здесь я встречал закат. И отправился затем обратно в Санта-Крус после заката солнца. Это уже кадры следующего дня в Санта-Крузе. Марина Санта-Крус де Тенериф. Небольшая, частные катера здесь стоят. А здесь уже порт. И стоят круизные лайнеры отсюда и отсюда. Я встретил сегодня девушку, которая работает на одном из этих лайнеров. Он прибыл сюда на дневную стоянку. И она работает там в комплексе СПА из Южной Африки. Работает она уже на круизе с февраля месяца, она мне сказала. И это впервые раз она вот зашла здесь на Тенериф. Такая панорама с набережной. В городе проживает около 200 тысяч человек. Это крупная крупный город для острова. Зашел сюда, в диспетчерскую, рядом с мариной частных яхт. И они мне сказали, что здесь с севера ничего нету, никаких экскурсионных программ. Тут все частные суда. Поэтому, если что-то хочешь, экскурсионные программы морские, небольшие, езжай на юг. Это Коста-Адеге, это Лас Кристианас, Лас Америкас. Там можно все это организовать. Последние прогулочные катер уходит в 15:30, 18:30, что я сегодня нашел. Но я уже, наверное, не успею и не хочу. Пойду, наверное, просто на пляже поваляюсь. Все, солнечная погода. Нету туч, поэтому идем на местный пляж северный. Здесь вы видите пляж Сан-Андреас, желтый песок, 15 минут езды на автобусе от Санта-Круза на север. Но было весьма ветрено, очень плавный заход и без волн. В общем, я позагорал и вернулся вечером уже в гостиницу на отдых, чтобы вечером отправиться на прогулку по ночному городу. А здесь я увидел красивый фасад здания, решил его заснять. Пансион Касабланка. Поднялся на верхний этаж, на крышу, 3-й этаж. У них обустроена здесь сушилка для белья. Хотя бы могла быть уютная терраса с кафе. Здесь я пошел прогуляться по ночному Тенерифе. Тенерифские больницы. Ночью уже свет не горит. Вот это какая-то частная клиника. Здесь тоже госпиталь. Ну и рядом с госпиталями, с больницами здесь такой парк охрененный. С такими скамейками, выложенные разноцветной такой украшенной плиткой. Тут у нас в Тенерифе фабрика де табакос Мануэль Херрера, Плаза де ла Лигеса. Табачная фабрика Тенерифа Мануэля Херрера, наверное, выполняла эти лавочки.
местные испаночки гуляют. Ночной сон, мамочка и доченька. Папочки нету. Rentariливes, papelería, librería, efectos de escritorio. Альфонсо 13-17. Ну, короче, каждый тут какая-то промышленность, фирма какая-то, организация ставила эти лавочки. Мантекила, Данеза, Хиаман, Континенталь. Сейти Марчес, 3 стримерс. Тут какие-то ребята, которые занимались судоходством, торговлей. Шоколад, сучарт. Фабрика ди ликорес, Акварандис, Риверо, Эстевес. В общем, в нашем городе тоже было бы неплохо так обустроить. Каждый бизнесмен, предприятие что-то вот построил для города. Там вот такая красота. 9 часов город спит. Бачату я так и не нашел сегодня, где танцевать. Меня позвали на урок, а я думаю, нафиг мне этот урок ваш. Мне бы на социальную бачату попасть, на вечеринку. Это да, а все остальное меня не интересует. Шел и дошел до парка Санта-Крус де Тенерифе, Анантаменто, Фиестас. Ну, самое такое зеленое место здесь, в Санта-Крузе, что я встречал. Здесь монумент Зевс или что-то либо того. Гарсия Санабрия, 1938 год. Тут какие-то палатки были, блин. Надо раньше было приходить. Собаководы, как и везде. Сегодня четверг. Я улетел с северного аэропорта Тенерифе. И 8:55, час 30 прилет в Барселону. Здесь я буду 4 дня. 3 дня, вернее, 4-й день у меня будет обратно в Хельсинки. И посмотрю немножко окрестности Барси за эти несколько дней. Вот здесь выход на... Есть шаттл, бас-шаттл и электричка. В общем-то, я, наверное, поеду на электричке. Отличная погода. Сегодня у нас 24 апреля. На термометре 20 градусов. Не облачко на небе. Поэтому я рад начинать свое путешествие с такой погодой. И сегодня вечером с 11 я пойду на вечеринку бачату. Наконец-то. Здесь я ее нашел. Поезд Барселоны. Стоит 5 евро. Но нужно заскочить зайцем, если кто-то заходит, и сразу с ним заскочить.
Место, где я остановился, вот дверка хостела на первом этаже. Такая здесь оживленная улица. Окна у меня на эту улицу выходят оживленные, и шум довольно такой хороший. А это одно из 3 всемирно известных зданий архитектора Антонио Гауди. Этот архитектор был самый известный архитектор Барселоны. Работал он в начале 20 века. Здание признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдохнул в хостеле пару часов, время 7 часов, пошел на прогулку по вечерней Барселоне, посмотреть памятники архитектуры, соборы, и улицы весьма оживлены. Если я не ошибаюсь, это здание администрации Барселоны, и тут же у нас собирают подать. До чего дошел прогресс, тут физически исчез. Вот так у нас процветающая Запад живет. Да. А это я снимаю панораму одной из центральных площадей города Барселона, площадь Каталонии. Здесь расположены 2 фонтана, а на площади большое количество голубей. Гуляя по готическому району Барселоны, я наткнулся на главный кафедральный собор Барселоны. Выполнен он в готическом стиле буквально около 100 лет назад. Ходим за главный собор Барселоны, а тут так воняет саниной, как в общественном туалете. Ну, бля, полицейские тут вообще не дорабатывают. Все на взятках. На откатах, на откатах.
что прошелся по историческому кварталу Барселоны. Он безумно красивый. Средневековые здания. Архитектура необычная для Восточной Европы. So come a little closer. Здесь у нас Триумфальная арка Барселоны. А это здание Верховного суда Каталонии. Сначала я подумал, это парламент Каталонии, но дома, озвучивая видео, посмотрел в интернете, оказалось, это Верховный суд. Интересно. Тут играет очень виртуозно на барабанах. Я его запечатлел. Дальше я пошел гулять в парк Цитадели. В парке Цитадели находится зоопарк города Барселоны, и общая площадь его составляет около 30 гектаров. Более 100 различных видов растений здесь. Одним из самых красивых украшений парка является, несомненно, красивейший каскадный водопад в форме арки. Он был спроектирован в 1875 году Жозепом Фонцери. Французский вокзал Барселоны. После парка я пешком добрался до порта Барселоны и увидел необыкновенные, огромные лакшери яхты. Портовая набережная Барселоны. В этот день всего около 20 градусов и весьма ветрено. Вы можете видеть людей, одетых в куртках и джинсах, в свитерах. Но при этом есть люди, которые на пляжу загорают и купаются. В Барселоне госпиталь находится прямо напротив пляжа. Здесь госпиталь, лежишь такой, отдыхаешь и лечишься. Смотришь с видом на океан. Доктора выходят на перерыв к морю, на кофе. А тут тебе пляжик. Вот это я понимаю. Отходить на тот свет против моря в госпитале в Барселоне. Там корабли на рейды стоят. Собор Саграда де Фамилия. Пожалуй, самый главный символ Барселоны и Каталонии. Одна из самых посещаемых достопримечательностей не только Каталонии, но и всей Европы. За 137 лет строительства, которое продолжается до сих день, успела наделать много шума. Строительство планируется закончить в 2026 году, но в это уже никто не верит.
Храм выполнен в готическом стиле архитектором Антонио Гаудди. Это я уже возвращаюсь в место своего размещения, завершая этот день. А затем я отправился на вечер бачаты в Dio Club Seven Dance Studio, та самая популярная студия в Барселоне. Мне там понравилось. Hola, amigos. Я вещаю из Барселоны. Это мой последний день. Я иду на смотровую площадку. Смотровая площадка называется El Bunkers del Carmel. Вот здесь я сейчас пришел в парк, а чуть позади есть небольшой эскалатор, лифт такой бесплатный. Он тебя поднимает на, может, 200-300 метров. Я доехал на автобусе до ближайшей улицы, позже чуть скажу, что за улица была, и затем на этом эскалаторе. Ну и смотрите дальше, будет интереснее. Сейчас поднимемся на самый верх, заснимем панораму, какие виды там открываются. Про это место я быстренько встал, проснулся, глянул «Орел и решка». Мне это самое такое по душе место показалось из всего, что там было в выпуске показано. Я люблю посещать смотровые площадки, панорамные точки в любом месте, куда бы я не приезжал. Также в своем замечательном регионе Карелия. Когда сюда ехал, пытался сделать геометку в Инстаграме для своего гостевого дома в поселке Марциальные воды, Республика Карелия. Всех приглашаю. Это может быть ваш незабываемый отдых уже на этот Новый год 25-26. Я постараюсь сделать его для вас незабываемым. Составлю вам лучшую программу в Республике Карелия на новогодние праздники. Подскажу, куда сходить, как провести время. Расскажу, как живется в Карелии. И жду вас в гости. Возвращаясь к вопросу, как же сюда добраться. Доехать нужно до остановки Телеграф, затем свернуть на улицу Карел дел Телеграф и подняться около 300 метров вверх до первого подъемника. Всего их будет 3. И уже через 15 минут вы окажетесь на самой вершине смотровой площадки и этого парка. Этот холм использовали в 30-е годы как точку противовоздушной обороны города Барселона в период гражданской войны в Испании. На вершине было установлено артиллерийские орудия, которые сражались с вражескими бомбардировщиками. Сегодня 26 апреля, 2 часа дня в Барселоне. Такое удивительное место. Бункер Эль Прадо. Самая высокая точка здесь в Барселоне, открывающая удивительные виды на город. И самое интересное, здесь никого нет. Такое потрясающее место, но никому нет дела до этого красоты. Все где-то там в городе, в магазинах, на пляже, в музеях, на выставках, в кафе, ресторанах, в своих телефонах. Поэтому ты либо потребляешь контент, либо делаешь этот контент. Я выбираю путь делать контент для вас. Можно наблюдать корабли на рейды в порту Барселоны довольно много. И круизный лайнер можно видеть. Да, такие виды вдохновляют, завораживают. И я не удержался
ко мне пришла муза, и я решил здесь записать небольшое интро-видео с танцем бачаты. Во время танца своего я заприметил китаянку Меган, которая, как выяснилось, прилетела из Шанхая на несколько дней в путешествие по Испании. Она ранее была в Хельсинки, так как многие рельсы из Шанхая стыковочные идут через Хельсинки. Мы нашли общий язык и уже через 10 минут танцевали вместе бачату. В общем, я жду Меган в гости в Хельсинки, а пока отправился дальше смотреть Барселону.